все понтоны тут достаточно длинные, и мы сейчас первый раз идем по нему, маску не взяли, хотим посмотреть, что там. Хотя вот многие люди считают, что если вы приезжаете в Напу, то здесь обязательно будут холодные ветра, но это не всегда так. Или мы так всегда удачно попадаем, что ветра нет. Ася со Светой пошли в заплыв. О, ну видела Асю? Ася плывет. Ходила в море и собирала осколочки кораллов. Да? Пришли мы в номер, мы, конечно, но девчата, мы застрялись полностью, все вещи раскиданы, оставили $1 на кровати, вот так он лежал. Он пришел, уборщик, только постели эти застелил и сказал, ну вас нахрен, девки, убирать я этот гадюшник не буду. Немножко так вещи разложили, блин, девчонки, засранки. Еще одно ветреное утро. Мы сейчас собираемся в Рас-Мохаммед, и с утра меньше 15 градусов, поэтому надо в пуховике. Короче, если вы не услышали, с утра такой дубарь, мы вышли, холодина собачья. Ася приехала в Египет в зимней куртке, которую я находила в Карпатах. За нами уже машинка приехала, так быстро не успели выйти. Доця, залазь. Давай, зайдешь сюда. Здесь будешь сидеть? Где ты будешь сидеть? Мама тут. Национальный парк Рас-Мохаммед находится всего в 25 километрах от Шарм-эль-Шейха. Доедем мы быстро. Синайский полуостров между две заливы, Акабский залив и Сусский залив. Акабский залив очень-очень богатый район на кораллы и рыбы. Все ваши отели на Акабе. Это первый национальный парк Египта, который был открыт в 1989 году и считается одним из самых живописных мест на всем Красном море. А самая южная его часть входит в десятку лучших в мире пляжей для подводного плавания. Ветер, Акабский и Суэцкий залив сзади. Боишься? Все, еще одна боягузка. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Алис, мы в машину идем. Врата Аллаха, въезд в заповедник. Здесь в заповеднике водятся более 1000 различных видов рыб и растет около 150 видов кораллов. Кроме того, Рас-Мохаммед богат представителями сухопутной фауны: лисы, газели, рептилии, белые аисты. Мангровые деревья предоставляют птицам целую возможность для высиживания птенцов. Мангровые рощи, течение такое, ветер очень сильный сегодня и холодный. Ветер очень ледяной. Вот эти мангры — это деревья, которые растут в соленой воде. И это здесь единственное место. Сейчас мы поедем на озеро Желаний. Дот, я боюсь, что ты упадешь. Иди сюда. Сейчас свалишься, иди сюда. Также на территории национального парка есть геологические разломы земли, результат землетрясений.
Сейчас мы идем к озеру Желаний, вода в нем изумительно бирюзового цвета. Будем бросать камушки и загадывать желания. Вообще здесь нужно окунуться 3 раза с головой и это желание проговорить. Но так как сегодня очень холодно и вода, конечно же, ледяная, мы будем кидать камни. Догоняй Асю, Дося, догоняй! Сейчас послушайте Асю, услышите, какой реально ветер страшный. Жарко тебе? Ты уже маску надела? Я не знаю, будет меня слышно или нет. Ветер адский, море, оно теплое, но выйти из него будет просто невозможно. Я на Алису одела 2 кофты, Ася в пуховике. Очень реально холодно. Самый нормальный прикид у Аси. Мне холодно в этой кофте. Наплавались, да? Последний раз я стояла в этом месте, на этом пляже, будучи беременной Алисой. 3 месяца у меня был срок. Решили поехать на другой пляж, посмотреть, что там делается, ну потому что здесь просто невозможно. Ветер такой, что аж уши застыли. Мы приехали на другой пляж, но ветер тут абсолютно такой же, но вроде говорят, что вода не такая холодная, как на другом пляже. Народ не может решиться поснорклить. Мы здесь в бедуинском ресторанчике нашли маленький безветренный кусочек. Здесь реально за стенкой хотя бы можно сидеть, не сдувает. Потому что у Алисы бронхит еще не пришел, и я переживаю, чтобы она еще больше не разболелась. Море сегодня, конечно, у нас накрылось. Здесь за сегодняшний день самое классное и безветренное место. Мы пораздевались, будем загорать в ресторане у бедуинов. Сейчас Алисе нагреем покушать что-то. Когда приедем в отель, хотим первым делом пойти в теплые бассейны, потому что очень замерзли за это время. Но сейчас на солнце очень классно. Включила ей мультик. Она спряталась под Асину куртку, и все, Алисы нет. Ма! Дос, давай панамочку оденем, чтобы голову не напекло. Надо, надо. Кто спрятался? Ку-ку! Вернулись в отель, идем потихонечку в ресторан обедать. Я поворачиваюсь, а этот человечек маленький поедает апельсинку целиком со шкуркой. Ты что, Дотя? Со шкуркой нельзя! Капец. Будешь баловаться, я сейчас заберу. Ужинаем. Ася, как обычно, у нас по спагетти.
Ежевечернее развлечение нашей Алисы. Хорошо. Продолжаем? Точно? Детки, вы ужинали? Я вас не слышу. Ой, совсем ничего не слышно. Хорошо. Viva los Bravos!